Диспетчер Виктор Вайс смотрел на мерцающий экран радара, чувствуя, как холодный пот проступает на лбу. Неопознанный объект материализовался в небе над Лос-Анджелесом буквально из пустоты, и на его борту белел логотип компании «Океанские крылья», прекратившей свое существование 3 десятилетия назад. Когда огромный лайнер коснулся полосы, из него вышли люди, которые официально считались мертвыми уже 34 года. Но самое невероятное заключалось в том, что время не оставило на их лицах ни единого следа. Ни морщин, ни седины, словно они покинули аэропорт вылета всего несколько часов назад. Дорогие зрители, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. В диспетчерской вышке стоял привычный гул, пока младший стажер Лео не указал дрожащим пальцем на светящуюся точку в 70 милях от побережья Калифорнии. Виктор Вайс, старший смены с 20-летним стажем, подошел ближе и нахмурился. Ведь секунду назад здесь было чистое небо, а теперь тяжелый борт уверенно шел на посадку без позывных и полетного плана. Попытки связаться по радио приносили лишь мертвое шипение, пока Виктор, сорвавшись на крик, не потребовал идентификации, угрожая военным перехватом. В мощные бинокли они разглядели старый Боинг 767, который выглядел вызывающе новым, а на его хвосте красовался золотой трезубец, эмблема авиалиний, обанкротившихся сразу после таинственного исчезновения рейса 505 в августе 1992 года. Самолет сел идеально, застыв на полосе под прицелом экстренных служб, и в кабине в это время капитан Эрик Торн спокойно выключал автопилот, переглядываясь со вторым пилотом Сэмом Бруксом. Они обсуждали мягкую посадку, недоумевая, почему Земля молчит, пока из наушников не раздался потрясенный голос Вайса, требующий ответа, какой сейчас год. Раздраженный Эрик ответил, что сегодня 15 августа 1992 года. Но слова диспетчера о том, что на календаре 2026, а их борт пропал 34 года назад, превратили реальность в кошмар. Лицо Сэма стало белым, как мел, когда он осознал, что его молодая жена теперь должна быть почтенной женщиной, если она вообще жива. Эрик пытался сохранить самообладание, объясняя, что они лишь прошли через странный фиолетовый туман и короткую турбулентность, длившуюся не более минуты, после чего полет продолжался штатно. В аэропорту объявили высший уровень тревоги, и вскоре лайнер окружили люди в белых костюмах химзащиты и военные с автоматами, превратив мирное возвращение в захват опасных преступников. Капитан Торн, стараясь успокоить стюардессу Елену и перепуганных пассажиров, вышел из кабины навстречу ярким прожекторам и стволам оружия, чувствуя себя подопытным существом. Их разделили и поместили в стерильные боксы на секретной базе, где специальный агент Маркус Восс начал бесконечную серию допросов, пытаясь выудить детали того, что произошло в небе над океаном. Эрик вспоминал плотную фиолетовую дымку, которая казалась осязаемой, и внезапный удар, словно самолет столкнулся с невидимой преградой, а затем высокий, почти ультразвуковой писк и мгновение абсолютной пустоты. Самое странное воспоминание касалось сложного светящегося узора, похожего на переплетенные кольца и треугольник, который вспыхнул за стеклом кабины перед тем, как приборы погасли. Медицинские тесты подтверждали невозможное. Биологически все на борту остались в 1992 году, их ДНК не имело повреждений, а в костях сохранился уровень изотопов того времени. Пока мир сходил с ума от новостей о рейсе из прошлого, Эрик Торн умолял агента Восса дать ему информацию о семье, и правда оказалась горькой. Его сын Алекс вырос и стал известным хирургом, а жена Сара, оплакав мужа, 10 лет назад снова вышла замуж,
построив жизнь на руинах старой любви. Встреча с сыном, который выглядел старше собственного отца, стала для Эрика тяжелым испытанием, а единственный разговор с постаревшей Сарой в тихой комнате отеля поставил окончательную точку в его прошлой жизни. Тем временем инженеры, разбиравшие самолет в закрытом ангаре, обнаружили аномальные энергетические поля и микроскопические частицы неизвестного происхождения на лопатках турбин, а структура металла фюзеляжа изменилась на молекулярном уровне. Маркус Восс, копаясь в архивах, наткнулся на засекреченный проект «Хронос», который официально закрыли в конце 1991 года из-за катастрофических рисков, связанных с попытками манипуляции пространством-временем. Символ, нарисованный Эриком по памяти, в точности совпадал с эмблемой этого проекта, работавшего над созданием искусственных червоточин. Когда Торн понял, что правительство пытается скрыть правду, объявив аномалию случайным природным явлением, к нему явился бывший участник «Хроноса», доктор Артур Стерлинг, который сообщил, что проект не был закрыт, а перешел под контроль теневой корпорации Eterna Global. Стерлинг предупредил, что возвращение самолета — это не случайность, а признак того, что пространственная петля снова активна, и новые эксперименты могут разорвать саму ткань реальности. Вскоре доктора нашли мертвым, а Эрик осознал, что над Тихим океаном снова начали происходить исчезновения судов и свечения в небе, свидетельствующие о возобновлении опасных опытов. Понимая, что власти не остановятся, Эрик вместе с Сэмом и физиком Майей Ли разработали безумный план. Они решили угнать свой собственный Boeing 767, который все еще хранил в себе остаточную энергию перехода, чтобы использовать его как таран против энергетического центра корпорации. С помощью связей среди недовольных военных им удалось проникнуть в ангар и поднять призрачный лайнер в воздух, уводя его в сторону океанской платформы, где скрывался новый эпицентр аномалии. Подлетая к цели, они снова увидели фиолетовое марево и ощутили знакомый писк в ушах, но на этот раз Эрик не собирался просто лететь мимо. Доктор Ли активировала устройство, дестабилизирующее портал, и в ослепительной вспышке, уничтожившей платформу и все следы Этерны, самолет снова исчез. На этот раз навсегда. Официально инцидент был списан на террористический акт, а самолет объявлен уничтоженным, но спустя годы пилоты продолжали докладывать о серебристом лайнере, безмолвно скользящем в фиолетовых облаках на закате. Сын Эрика, Алекс, каждый год приходил на берег океана, зная, что его отец стал вечным стражем границы между мирами, пожертвовав собой, чтобы двери, которые никогда не должны были открываться, захлопнулись навсегда. И пока старый Боинг продолжает свой бесконечный полет в складках времени, человечество может продолжать жить, не подозревая, какая бездна едва не поглотила его в тот жаркий август 2026 года. Эрик Торн остался в своей фиолетовой тишине, капитан корабля, не имеющего порта приписки, верный своему последнему приказу защищать мир от тех, кто возомнил себя богами времени. История рейса 505 стала легендой, шепотом в коридорах авиационных академий, напоминанием о том, что некоторые тайны стоят того, чтобы остаться нераскрытыми, и некоторые люди готовы платить самую высокую цену за право будущего просто существовать без вмешательства теней из прошлого. Небо над Тихим океаном больше не светилось зловещим огнем, и лишь редкие помехи на радарах напоминали о том, что где-то там, за гранью видимого спектра, Эрик все еще держит штурвал, ведя свой призрачный экипаж сквозь вечность. Алекс Торн смотрел на затухающие звезды, понимая, что его отец не умер, а просто перешел на другой эшелон, где нет времени, боли и забвения, и где каждый полет длится ровно столько, сколько нужно для спасения завтрашнего дня. Мир забыл о них,
Но Вселенная запомнила траекторию их подвига, вписанную золотом в структуру самого мироздания. И эта память будет жить до тех пор, пока последний человек на Земле смотрит в небо с надеждой и трепетом перед великой неизвестностью. Эрик Торн, Сэм Брукс и все 174 души на борту стали частью бесконечного цикла, тихими героями Великой войны за реальность, оставив после себя лишь чистое небо и тихий рокот двигателей, слышимый только в самые спокойные ночи. Конец истории стал началом новой эпохи, где люди научились ценить каждое мгновение, не стремясь подчинить себе то, что принадлежит самой вечности, и где имя капитана Торна стало синонимом высшей верности долгу. Прошлое вернулось, чтобы спасти будущее, и, исполнив свое предназначение, растворилось в лучах восходящего солнца, оставив нас наедине с нашими собственными судьбами под бескрайним, свободным от аномалий куполом небес. Короткий радиообмен, зафиксированный старым любительским приемником в день исчезновения платформы, сохранил лишь одну фразу Эрика: «Курс установлен, уходим в бесконечность». И эти слова стали эпитафией величайшему полету в истории человечества. Теперь, когда все двери закрыты и замки надежны, мы можем оглянуться назад без страха, зная, что там, в фиолетовой дымке, у нас всегда есть защитник, который не знает усталости и не боится течения лет. Каждый раз, когда мы видим след самолета высоко в небе, мы можем верить, что это просто обычный рейс, но где-то глубоко в душе мы помним о рейсе 505 и о том, что чудеса и трагедии всегда ходят рядом, разделенные лишь тонкой пленкой времени. Эта история навсегда останется в памяти тех, кто верит в невозможное, как символ того, что человеческий дух сильнее любых физических законов и любых заговоров, и что истинная любовь и долг могут преодолеть даже 34 года абсолютного небытия. На этом заканчивается летопись «Океанских крыльев», компании, которая исчезла, чтобы однажды вернуться и спасти нас всех от самих себя, оставив после себя лишь тишину и вечный покой океанских глубин. Больше не будет случайных встреч и неожиданных посадок, ведь цикл завершен, и герои обрели свой вечный аэродром там, где нет нужды в радарах и диспетчерах, а есть только бесконечный свет и радость вечного полета. Мы закрываем эту папку, но небо остается открытым, и в его глубине всегда будет жить тень серебристого крыла, напоминающая о том, что капитан Торн все еще на посту, и его рейс продолжается, пока жива наша память и наша вера в справедливость и истину. Спите спокойно, ведь стражи времени не спят, и их невидимый дозор — залог нашего спокойного завтра, которое наступит вовремя, секунда за секундой, без провалов и петель, благодаря тем, кто не побоялся войти в фиолетовый туман ради жизни на земле. Все возвращается на круги своя, и даже если время обмануло нас на 34 года, оно в итоге склонилось перед мужеством тех, кто не предал себя и свой долг в самый темный час истории. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.